Добрый день, дорогие стрельцы! Это таро-прогноз для вас на сентябрь 2023 года. Я разложу для вас карты для всех, кто считает себя стрельцом. Может быть, у вас Луна в Стрельце, может быть, там находится сразу несколько планет, либо у вас скопление планет в 9 доме, асцендент в знаке Стрельца. Это расклад для вас на сентябрь. Во все сферы жизни. У меня в руках карты из колоды Символон. Здесь на столе еще карты Moonology. И я, как обычно, достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, что ждет стрельцов в сентябре? Давайте посмотрим. Первая карта, она связана с партнерскими отношениями. Но это просто прекрасно, потому что здесь Луна в Раке, Венера во Льве. Мы видим пару, которая держит ребенка совместно, наслаждается, видом своего малыша у реки, на природе, то есть все благоухает, все красивое, красивые муж и жена. Поэтому, конечно, я сразу могу сказать, что у многих стрельцов улучшатся взаимоотношения с партнером, кто-то, может быть, решит ребенка, создать семью, кто-то встретит человека, который в будущем может стать вашим мужем, либо женой, либо просто вы как-то осознаете ценность семьи в вашей жизни, что значит быть замужем, быть женатой, что значит иметь ребенка, имеется в виду, как осознаете, начнете понимать это больше, что есть эта сторона жизни, потому что многие стрельцы, они независимые, философы, путешественники такие, они любят партнерство в плане того, что вам важны другие люди, конечно, и романов у вас может быть много, неважно, кто вы, мужчина или женщина, но семья, муж и жена все-таки это только какой-то особенный человек, и возможно, что-то такое произойдет в сентябре, что вы будете особо ценить эти взаимоотношения. Давайте откроем все другие карты, чтобы понять, что здесь еще может быть, потому что все карты взаимосвязаны. Еще одна замечательная карта – это урожай. Так что у вас будет прибыль, но не просто ниоткуда, хотя может быть и такое, наверное, по 2-му, 8-му дому. Но это то, над чем вы работали. Возможно, вы долго ждали этой прибыли, и вы наконец-то дождались. Плюс ко всему это увеличение доходов вашего партнера. Это как денег будет настолько у вас много, что вы даже обязательно должны поблагодарить за это Вселенную. Может быть, пожертвовать на благотворительность. Может быть, эта благотворительность связана с природой, с животными, с какими-то ресурсами, которые дает нам сама природа, или что-то сделать хорошее для экологии, такое. Вы можете даже пожертвовать свои деньги, потому что у вас здесь все финансовые операции в сентябре, особенно к концу сентября, потому что Венера выходит из ретро-петли, вы можете проворачивать различные финансовые операции с деньгами. В третий сектор это карта маг, волшебник здесь в этой колоде. И вы будете в общении с другими людьми больше манипулировать, больше оперировать какими-то научными знаниями, вы можете вообще учиться чему-то. Кто-то, может быть, поступает учиться в какие-то научные, околонаучные профессии. Кто-то начинает передавать знания, писать какие-то свои книги, блогерством заниматься. Может быть, пойдете учиться что-то связанное с психологией, эзотерикой. В общем, очень благоприятно. Маг – это как открытие широкого пути относительно образования. Я думаю, что здесь все, что связано, с общением, с коммуникациями, с передачей информации. И если вы хотите получить какой-то совет, консультацию, то тоже вы можете обращаться к какому-то знающему человеку. И вы даже можете быть популярны за счет этого. Может быть, у вас какое-то творение, ваш проект, который вы представляете, ваше детище, и что-то вы либо какую-то информацию получите, ключ, у вас есть ключи к познанию тайн чуть ли не мира,
так и вы, стрельцы, будете очень много узнавать. Вообще, 3-й, 9-й сектор — это ваш сектор, да, поэтому вы любите блеснуть своим умом, и вы многое знаете, вы многое видите, особенно в общем. А здесь вы можете еще и конкретно, да, как-то вглубь заглянуть, потому что здесь Луна в Скорпионе — это очень большая глубина знаний, в этой позиции знаний, но еще и человеческих эмоций, внутренних каких-то, да, вот качеств человека. Поэтому интересно. Что здесь 4-й, 10-й сектор? Это карта какого-то приятного известия, утешения, поэтому здесь, если вы, например, ждали каких-то событий, связанных с повышением относительно вашего начальства, может быть, ответ от вышестоящих каких-то, может быть, весточку от ваших родителей, искали там родственников, например, в другой стране, или вообще занимались каким-то родословным, может быть, какую-то другую информацию там по пенсии, по архивным данным, вот такое. Вот здесь тоже она может к вам прийти. Успокойтесь вы, потому что вы на верном пути, и как-то вот ситуация продолжится хорошо, потому что, как сказать, я не знаю, здесь может быть очень много вариантов, да, может быть, вы меняете как-то ваш статус, ждете какие-то документы, ждете каких-то известий, да, вот как официальных, так и личных, и они придут. Здесь по оси 4-10 дом будет какая-то благая весть, да, потому что Гермес, он приносит благую весть, которая вас успокаивает. И здесь Луна в Раке, это как раз сектор Рак-Козерог, поэтому это может быть связано с вашими родителями, как я уже сказала, с мамой, а может быть просто личное, как бы ваши страхи наконец-то развеются относительно чего-то. 5-й, 10-й сектор друзей, социальных сетей. Здесь как будто бы вы берете паузу. Может быть, вы удаляете себя с каких-то сайтов, знакомств там, или просто у вас какое-то затишье, да, меньше людей с вами общаются, меньше друзей, вы решаете немного, так скажем, взять тайм-аут, не только в общении с другими людьми, но и в ведении бизнеса, например. А также это может быть вынужденное, да, потому что здесь мы видим больной король, у него здесь пилюли какие-то на столе, и он, вынужден лежать, потому что приболел. Так и у вас. Может быть, пока будет какая-то пауза в бизнесе, в развитии каких-то ваших дел, может быть, это творческая, вот эта муза не будет посещать вас в сентябре еще, и вы даже вот как-то почувствуете, может быть, себя усталым, либо у вас просто вот будет какой-то энергетический спад для того, чтобы заниматься вашим творчеством, чтобы проводить время с детьми, с друзьями. Вы вынуждены будете взять время, чтобы восстановить свои силы, да, поэтому я не рекомендую вам в сентябре, стрельцы, жить какой-то активной, очень социально активной жизнью. Может быть, лучше действительно немного передохнуть. И один самый главный, 6-й, 12-й сектор, и это просто ваш сектор, да, в Близнецах, а Юпитер в Стрельце, и это вот эта ось как раз Близнецы-Стрелец, ваша ось. И здесь мы видим учитель, который следит за тем, как ученик усвоил знания, как он обрабатывает работу, да, здесь какие-то горшки или что. И это как бы карта двойная, да, то есть Близнецы — это ученик, а Юпитер и Стрелец — это учитель. Так и вы, возможно, будете передавать свои знания. Вы подсознательно, может быть, словите себя на мысли, что вы понимаете, как эта жизнь устроена, как происходит развитие Вселенной, да, вот какие-то такие вопросы. Здесь у вас еще и карта Маг выпадала. Поэтому я думаю, что здесь у многих стрельцов будет что-то связано с новой информацией, с новым образованием, вообще с вашим авторитетом. Ваш авторитет растет как благодаря вашим личным заслугам, так и благодаря семье. Эта карта еще говорит о том, что вы внутренне эмоционально будете очень стабильны в сентябре.
и вы как-то вот успокоитесь. Если вы, например, еще ученик, да, и вы, допустим, очень молоды, получаете какие-то знания, то они тоже будут даваться вам легко. Вы встретите человека, который правильно направит вас. Может быть, это связано у кого-то с религией даже, с какими-то духовными практиками. И это очень благоприятно в данном контексте. Это может быть и врач, и какой-то любой советник. Вообще могу сказать, что практически все карты у Скорпиона вышли благоприятные. И здесь вам нужно очень много заглядывать внутрь себя, смотреть на себя со стороны. Но у вас здесь все прекрасно и в личных отношениях, и в финансах, и в общении с другими людьми. И новости благоприятные вы получаете. Единственное, что передышка может быть в какой-то социально активной жизни, но ведь вы же не можете одновременно быть активными во всех сферах жизни, да? Поэтому действительно, если вы много времени стали уделять вашему партнеру и вашей семье, то, конечно, друзья уходят на второй план. А что скажет колода Moonology? Возьмем 2 карты отсюда. Так, это такая увеличенная луна и новая луна. Во-первых, здесь написано, что вы очень близки достигнуть в достижении ваших целей. А здесь новый старт, новое начало идет в вашу жизнь. Посмотрите, как интересно. Так что, скорее всего, у многих стрельцов что-то новенькое, какой-то новый цикл жизни может быть связан с чем угодно, да, и это и личная жизнь, и работа, и долгожданное, может быть, завершение какой-то ситуации, которая тянулась, и вы ждали, когда наконец-то это произойдет. Поэтому я очень рада, что у вас здесь такой прекрасный расклад. Начинайте новые дела, не бойтесь, вам сопутствует удача. В сентябре Венера выходит из ретро-петли, да, хотя много еще ретроградных планет, конечно, будет в сентябре. В октябре мы ожидаем затмения, которое будет у вас на оси 6-12 дом. Это как раз такие завершения каких-то тайных, подсознательных дел, завершение цикла жизни и начало нового. То есть вы, скорее всего, уже, возможно, завершили очень многое что-то, да, вы уже от многого отказались, и это было правильно. Поэтому сейчас вам Вселенная дает нового. Без отказа от старого никогда не войдет в вашу жизнь новое. Я желаю вам всего прекрасного, сил, радости, новых навыков. И до встречи на моих новых видео на следующий месяц. Всем пока!